Я остался без своего мотоцикла. Мы сегодня в национальный парк Пукхансан приехали и должны сегодня добраться до горы, которая называется 5 вершин. Очевидно, у нее 5 вершин. А по дороге через женскую гору пройти. Что за женская гора и почему так называется, наверное, мы скоро узнаем. На прошлой неделе, ровно неделю назад, в воскресенье, поехал я в горы Ораксан. Ораксан означает горы лунных скал. Буквально так. На мотоцикле поехал, это почти 200 километров от Сеула. Ехал поэтому достаточно долго, приехал туда, поставил мотоцикл и пошел в эти самые горы. Там чуть-чуть больше километра высота. Ну вот, забрался я в конце концов на гору, по дороге встретил баранов. Горные бараны так и бегают туда-сюда. Я бы его вам даже снял, этого горного барана, но, к сожалению, он когда выскочил на меня, я не был готов. Он потом тоже меня увидел и убежал. Баран. Баран жевал траву в национальном парке Ораксан. Второго барана я встретил уже, когда было совсем темно практически. На выходе из этого парка он жевал свою траву на водопое. Так вот, баран жевал траву на водопое, я его только слышал. Я даже подпрыгнул. Я подумал, это слон. Потом решил, что все-таки в Корее слоны не водятся. Ну ладно, спустился я. Зашел в вкусную столовку. Съел вкусный обед. Пообщался немножко с футболистами. Представляете, там в деревне, у подножия этой горы, прекрасное футбольное поле. И на этом поле, когда я шел наверх, играли футболисты. А когда я спускался вниз, футболисты уже отыграли. Это место, где нужно возвращать желуди. Видите, набрали желудей из жадности. Отдайте бедным несчастным бурундукам. Вот он плачет, бурундук. Надо ему отдать этот желудь. Напоминаю, это у нас парк Пукхансан, который находится в Сеуле, совсем рядом с нашим домом. Он частично в Сеул залезает, частично в провинцию Кёнкидо. Они, когда я поднимался наверх, они играли в футбол, а когда я спустился вниз, они уже отыграли, выпили корейской водки соджу, хорошо так выпили, некоторые пьяненьки были достаточно, и досиживали свое время в той самой столовке, в которой я тоже поел. Попил. Да, попил я воду, поел, называется чонгукчан. Это такой очень суп, очень вонючий суп. Ну, мне нравится этот вкусный вонючий запах, мне нравится. А к нему было, я насчитал, 8 закусок. Панчан называется. Если вы в Сеуле едите, то вам дают, ну сколько, 2-3, может быть. Кимчи, это квашеная капуста корейская. Может быть, кимчи из редьки, еще что-нибудь. В Сеуле как-то жалеют, да? А там за мои 8 тысяч, вот, мне дали 8 закусок. Добрая аджума, тетушка в этом ресторане. Так что берите чонгукчан вонючий, и у вас будет еще 8 совершенно бесплатных к нему салатиков. Не то что бесплатных, они просто в стоимость ходят. Их отдельно не надо заказывать. Это время в Корее называется анпун. Анпун — это когда все горы желтые, красные и зеленые тоже немножко. Так вот, попрощались мы с бабушкой, с тетушкой, с футболистами попрощались. Я сел на свой мотоцикл и поехал домой. А ехать мне где-то 3 часа нужно было. Ну вы что думаете, я 3 часа ехал? Нет. Километров 50 все проехал. И тут, перпендикулярно моему курсу, без предупреждения, с обочины дороги отчаливает легковушка. Резко. Он разворачиваться решил. Он меня явно не заметил. И получается, я в него стукнулся, перелетел, перековырнулся прямо через его машину. Шлепнулся на спину. За спиной у меня был вот этот рюкзак. Видите, да? Ну, на голове шлем, естественно, был. 23 сентября 2015 года здесь произошел несчастный случай. Сорвался человек насмерть. Жертва была фотографирования красивых пейзажей. Да, так что будьте осторожны. Она и отсюда летела, и оттуда летела.
Или она отсюда и прилетела туда. У меня ничего не болит почти, только вот рука правая, которая я сейчас камеру держу. Но, как вы понимаете, раз я камеру держу, значит, она уже более-менее прошла. Мотоцикл, правда, капут ему. Треснуло даже переднее колесо. Шина с переднего колеса просто слезла. Капут. Да, это называется капут. Гитлер капут и Андреев мотоцикл тоже капут. Вызываем мы полицию. Полиция приезжает. Естественно, водитель этой легковушки, у него там еще была жена и маленький ребеночек, грудничок. Он тоже перепугался, говорит, будем вызывать полицию? Я говорю, давайте вызовем полицию, конечно. Позвонили каждую свою страховую компанию. Вот. Ну, выяснилось, конечно же, что этот чувак был виноват 100%, потому что не посмотрел, едет ли там кто-то или нет. Выяснилось это уже и на месте, он вину признал. Ну и потом с блэкбокса его машины полицейские посмотрели картинку. Видно, что я тут совершенно ни при чем, я молодец. В общем, полночь на дворе. Я успел на последний автобус, 10 часов. Он отъезжал из города Чунджу. И я был дома 12, точнее в Сеуле я был 12, а дома уже около часу ночи был. Счастливый, но довольный, без мотоцикла. Мотоцикл потом за счет страховой привезли в Сеул. И я договорился с компанией ремонтной, что они у меня его возьмут по стоимости мотоцикла не битого. И, естественно, разницу заплатит страховая компания. Так что я теперь без мотоцикла. Хочу опять мотоцикл, но жена не дает. Правильно делает? Да. А чё? 40 апакова. Жалко папы. Вот такие дела. Ну, а сегодня мы были на женской вершине. Сейчас увидите, что это такое. Пока.